Сегодня ночевал прямо у дороги. Вон там шоссе идет. Такое вот место, стоянка. И здесь вот такая вот скважина, из которой течет вода. Я такое встречал уже, естественно, множество раз. Но у меня каждый раз всегда возникает желание пойти и закрыть кран. Ну, потому что, как это, бесхозяйственное расходование же ресурса. Она же течет и течет, течет и утекает. Расходуется, кончится же потом. Хочется пойти и закрыть кран. Но вообще, на самом деле, место популярное оказалось. С утра меня разбудили тем, что сюда постоянно приезжают машины, набирают воду. Не под большим напором течет вода и потекает куда-то вот туда. Какая-то, видимо, хорошая вода. Надо и мне ее себе набрать. Привет, друзья и случайно зашедшие. Я Странный Дядька, вы у меня на канале. Я в Казахстане, в городе Зайсан. А город Зайсан – это самый восточный город Казахстана. Следовательно, я, так сказать, анлокнул очередную свою ачивку. Я пересек Казахстан, не весь Казахстан, а половину Казахстана по периметру. Я стартовал ведь из самой западной точки, из самого западного города Казахстана и объехал через юг, получается, половину страны до самого восточного города Казахстана. Многие из вас скажут, что, ведь там же и дальше населенные пункты есть, еще восточнее. Но они есть, но они все не города, они аулы. А город – это самый крайний на востоке. Вот этот вот восточный, самый крайний город Казахстана мы сегодня с вами попробуем посмотреть. В общем, коротенькая экскурсия по самому восточному городу Казахстана. Поехали! Реклама на канале. У меня есть страница на Boosty. Это дополнительный сервис, на который можно подписаться и получать доступ к размещенным там постам. Как, например, вот это видео. Привет! Это очередное эксклюзивное видео, которое увидят только мои саппортеры, подписчики на Boosty. Я нежданно-негаданно... Саппортеры на Boosty уже знают, где я оказался нежданно и негаданно. И вообще они обо всех новостях узнают первыми. Хочешь попасть в такой же близкий круг? Подпишись на Boosty. Ссылка где-то вот здесь написана, или вот QR-код где-то вот здесь. От 200 рублей в месяц можно подписаться. Подписавшись на Boosty, ты получаешь доступ в ближний круг моего канала. А я получаю ежемесячную поддержку для того, чтобы продолжать радовать весь ближний круг и других подписчиков замечательным контентом. Подпишись. Самый первый загадочный и удивительный факт о самом восточном городе Казахстана Зайсан. Здесь никто не ездит на газу. Единственная в городе газовая заправка закрылась 20 июля 2023 года. Подъехал, там на мойке мужик был на Ниве. Спросил у мужика, говорю, а есть заправка газовая в городе? Он говорит, вот на въезде. Я говорю, она закрылась 23 июля. Он говорит, значит, больше нет. Я его спросил, а неужели никто не ездит на газу? Нет, говорит. Очень удивительное дело. Если вы в курсе, что и как, пожалуйста, пишите в комментариях. Может быть, просто я дурачок, не там спросил и не туда смотрел. Может быть, есть где-нибудь. Странно. Сразу на въезде в город с правой стороны расположена вот такая вот интересная штука. Называется аллея энергетиков, насколько я понимаю. И здесь сделаны такие вот инсталляции всяких разных штук. Здесь вот такая вот инсталляция есть из трансформатора и каких-то там изоляторов. Из изоляторов сделаны вот такие вот человечки. Там вот всякие скамейки сделаны из всяких дуговых штуковин. В той стороне стоит опора ЛЭП. Такая стилизованная, небольшая, сделанная. В эту сторону тоже пара скамеек. И вон такой сделан мужик из изоляторов. И заканчивается это все еще одной опорой. Аллея была сделана на какой-то 50-летний юбилей. На самом деле прикольно. И забор тоже сделан тематический, покрашен в желтый-зеленый. И столбики украшены изоляторами. Круто. А вон там напротив парк Абая. Туда надо тоже зайти и посмотреть. Центральный вход прямо с центральной улицы, по которой в город въезжаешь. Огорожен заборчиком. Растут весьма симпатичные деревья. Травка. Не слишком, конечно, ухожена.
Но ничего, есть дорожки, есть скамейки, чтобы посидеть, фонари, мороженое продают, бюст Абаю и дальше юрта. Там вон детская площадка с детской горкой, какой-то вон шар. Такая вот инсталляция из камней и орла, этнографический уголок. Стоят скульптуры различные в национальных одеждах и, видимо, во всяких сценках из эпосов. Карта Казахстана. И как раз удачно можно продемонстрировать, откуда и как я проехал. Вот буквально вот отсюда, из Актау, тут порт Шевченко. Я доехал до Актабе, из Актабе доехал до Кызылорды, затем был в Шымкенте, в Таразе, в Алматы, и потом из Алматы вот так вот добрался вон туда вот, до озера Зайсан и вытекающая из него Иртыша. Сейчас понедельник, 9 утра. И я так понимаю, в городе такой своеобразный час пик. Все движутся куда-то на работу, на учебу и по каким-то другим своим занятиям. Вот эта улица, я не знаю, насколько она называется центральная, но, по крайней мере, по ней мы в город въезжаем. Здесь вот такая стела Зайсан 90, то есть, видимо, городу Зайсан 90 лет недавно исполнилось. Улица уходит туда прямо к горам. Надо еще заметить, что в городе много светофоров. Вот я только въехал от въезда, буквально ничего, а уже это 3-й светофор, на котором мне удалось постоять. Но ничего такого. Сейчас мы едем в точку, которую нам обозначают навигатор как Зайсан. Когда ты забиваешь в навигатор название города, он, как правило, тебя приводит в город на центральную площадь. Вот мы сейчас до этой центральной площади доедем, посмотрим, что есть на ней, ну а потом решим, куда двигаться дальше. В основном, я так понимаю, город одноэтажный. То есть пока я вот въехал и проехал уже практически до центра, я не видел ни одного многоэтажного дома. Ну, за исключением вон там здания Казахтелеком, и вон там вот какое-то тоже жилое здание плюс школа. В остальном все жилые дома такие вот какие-то одноэтажные. Есть тоже совершенно разные. Есть прям такие очень хорошо оформленные. А есть довольно старенькие и простые с заросшими участками. Такая удивительная штука. Здесь вон в этом динамике идет какая-то трансляция чего-то. Ну вот, я так понимаю, центральная площадь, центральный сквер, здание администрации. Там, видимо, наверное, школа какая-то, прокуратура. Справа торговый дом, ну и плюс какая-то, видимо, площадка для мероприятий. Там фонтан. С левой стороны тоже площадка с елкой. Видимо, на Новый год там что-то происходит. А здесь такая центральная аллея. А вот там вот такая вот штука, на которую можно подняться. Ну, если есть какая-то штука, на которую можно подняться, значит, странный дядька на нее обязательно должен подняться, потому что иначе невозможно. Что это такое? Пишите в комментариях. Я к своему стыду и серости не знаю. Там по заднему плану горы. С той стороны по заднему плану горы. Там по заднему плану горы. А в эту сторону, насколько хватает глаз, все степь да степь кругом. Смотрите. Я уже себе пометил. 1, 2, 3, 4, 5. 5 точек. Вот это, например, точка. Это Арбат. Эта точка въездная стела. Мы на ней уже были. Вот еще одна точка. Река Жеменей. Потом еще одна точка. Парк. Ну вот, в общем-то, и все получается. Здесь еще есть аэропорт. Но я так понимаю, что он либо военный, либо недействующий. Получается, а вот еще одна точка, которая здесь называется Зайсан Олд Сити, то есть старый город, старые здания. Вот, наверное, с нее мы начнем, до нее идти всего 3 минуты. Старый город Зайсан
Это буквально вон уже следующий перекресток. Вот, например, здание, в котором сейчас нотариус. Точно здание начала века, построенное из крашеного кирпича. Такое побеленное. Ну, видимо, старый город, это вот этот вот квартал. Вот одно старое здание. Правда, оно так плотно засажено елками, что даже непонятно, не видно толком, что там и как. Здесь вот такая вот интересная штука. Я так понимаю, что это теплица. Все сделано из этого самого поликарбоната. Такие окна стоят. И внутри сделано вон куча регистровых таких батарей из толстых труб. И лампочек много. То есть, видимо, что-то выращивают, наверное. И вот еще одно историческое, так сказать, здание. Здесь вот тоже такая аллея есть, прогулочная. Ну, можно тоже посидеть, клумбы, все такое. Вот она начинается, вот, получается, от той площади. Ну, почти от центральной площади. Здесь вот есть такой монумент. Ну и дальше опять еще на один квартал, и эта аллея заканчивается. С левой стороны у нас получается частный сектор, так называемый. Вот этот дом тоже явно исторический, начало века постройки из красного кирпича. Там еще один какой-то монумент. С этой стороны там здание тоже историческое. Но все настолько деревьями закрыто, что даже не видно, что там. Ну да, здесь действительно вот прям старый город. Вот такие вот здания. Красный кирпич. Явное начало века постройки. И все они с такими табличками, что они памятники охраняются, в общем-то. И еще одно историческое здание. Какой-то, видимо, купеческий дом, видимо, боярский дом. Ну и нам направо. Вот сюда. А вот, смотрю, первые пятиэтажки, которых я ехал, почему-то, видимо, не заметил. Вот два пятиэтажных дома стоят. Следующая точка называется Арбат. Мне, видимо, повезло, потому что в городе какие-то, видимо, мероприятия проходят. Потому что в центре, почти на каждом перекрестке стоят вон полиция в полной выкладке. Некоторые даже вон с собаками. Все в шлемах, с какими-то сумками. То ли учения, то ли мероприятия какие-то еще. Вот буквально на протяжении квартала их уже трое стоит. А вот еще по городу старые дома встречаются. Вот такой вот старый купеческий домик. Довольно крупный для своего времени. Видимо, хозяин был зажиточный. Или, может, какая-нибудь государственное присутственное место было. А выходит, что вот эта точка, которая была отмечена как Арбат, она нас, получается, ведет обратно сюда, к этому парку Абая. То есть, скорее всего, либо сам парк Абая, либо сразу за парком Абая и есть эта точка, которая обозначена как Арбат. Просто я, видимо, до нее не дошел. Слева от нас и есть Арбат. Сюда примерно нас навигатор ведет. Да, Арбат, так и подписано. Такой вот прогулочный участок, детская площадка, скамеечки, аттракционы, магазинчики и все такое. Не то чтобы что-то длинное и очень интересное, но тем не менее сам факт того, что вот такая вот прогулочная зона небольшая, но есть, он факт такой отрадный. Вот здесь дети в футбол играют, здесь тоже спортивное какое-то заведение и котельное рядом. Здесь, кстати, очень много котельных, я обратил внимание, но это же понятно почему. Здесь крайне континентальный климат. Это фактически, как это называется, южная часть Алтая горного. И здесь весьма суровая погода бывает. Скажем так, зимой морозы до минус 50, летом до плюс 30 жара. И в году количество холодных дней, то есть дней, когда температура ниже нуля, больше, чем количество дней теплых. То есть буквально еще вот сейчас, сегодня какое? 1 октября, 2 уже. Да, 2 октября.
буквально вот еще 2-3 недели здесь уже начнутся заморозки, и уже будет снег выпадать. Поэтому я здесь прям вот на тоненького приехал, еще чуть-чуть, и все, и уже как бы глубокая осень, и скорее даже зима. Увидел я желтый УАЗик с красными полосками, почему-то решил, что это газовая служба. Обычно желтая это все-таки газовая служба у нас. Но вот догнал его, а это, оказывается, скорая помощь. А я уж понадеялся, что газовики расскажут мне, где машину газом заправиться. Ну просто на бензине слишком дорого ездить. А самое главное, что когда ты заправлен и газом, и бензином, у тебя запас хода больше 1000 километров. И можно вот в таких вот, скажем так, не очень населенных местах не очень переживать за то, что у тебя кончится топливо, а заправок не будет. Ну да, получается, я объехал сейчас практически весь город тут по периметру, туда-сюда. Нигде не видел больше газовой заправки, кроме там на въезде закрытой. Похоже, что действительно ни одной газовой заправки здесь нет. О, заведение, на котором написано «ГАЗ». Интересно, а можно ли там машину заправить газом? Как я удачно повернул голову налево. Там вон мужик как раз что-то ковыряется. Сейчас у него и спросим. Добрый день. А газовая заправка у вас где-нибудь есть здесь? Машину заправить? Нету заправки? Только в городе. А в городе где? В Самарке, Кокпекта. Ого. Куда вам придется? Я понял. А здесь ничего и никак. Неужели здесь никто на газу не ездит? Ездит, но он дорогой. Дорогой? Ну уж Потом дешевле. привезут с Павлодара. Дорого. Но все равно дешевле бензина. Ну, люди потом возмущаются. А, я понял. Раз возмущаются, значит и не надо. Я понял, спасибо. Вам лучше в этом, в Кокпектах, Ага. в Самарке. Ага. Там газовые там много стоит. Там заправиться. Я понял. Хорошо, спасибо. Ну, какая-то вот такая история с газом, со всеми делами. Вот я здесь по пути как раз обнаружил знак «Аэропорт налево». Ну, раз уж мы по пути, то надо туда все-таки заехать посмотреть. Здесь, смотрите, по пути вон какие скульптуры стоят. Девушка с голубем. А, это, видимо, какая-то жар-птица. По идее, в Казахстане это принято. Из любого аэропорта хотя бы один раз, один рейс в Астану должен быть, как мне кажется. Тем более, что здесь, в общем, такая отдаленная местность. И, наверное, было бы неплохо по-быстрому забираться. А еще, насколько я понимаю, здесь же нет железной дороги. То есть только автотранспорт, автобус получается. Куда-нибудь до Оскемена. Поэтому, наверное, аэропорт и рейс куда-нибудь было бы, наверное, и неплохо. Ну, вот какой-то вот такой вот аэропорт. Совсем малюсенькое здание. Никакого аэровокзала. Весь перрон пустой, ни одного самолета не стоит. Ну, по крайней мере, он есть, взлетная полоса есть. Все, видимо, как-то более-менее работает. Самолеты могут прилетать, могут вылетать. То, что он есть, это уже хорошо. Светофоров мало того, что много, так еще мне везет, я все время приезжаю на красный. Я постоял, по-моему, на всех светофорах, которые мне встречались по пути. Ну вот мы подъезжаем к речке Жеменей. Вон ее там почти даже не видно. Небольшая узенькая горная речушка. А за речкой, я так понимаю, что тут какое-то отдельное, скажем так, место. Отдельный райончик такой небольшой. Заречный. И где-то там же, в этом же районе, дальше отмечено место, еще одна достопримечательность, которая называется парк. Вот, видимо, этот парк. Здесь же магазинчик небольшой. И небольшой вот такой вот скверик. Ну, раз уж мы сюда приехали, давайте в скверик зайдем. Просто посмотрим. Рядом со входом в сквер вот такая вот штука сделана, аж с бетонной крышей. Поставлены столы. И это, видимо, место играть
в шахматы в одновременный сеанс. Тут с одной стороны сидят гроссмейстеры, а здесь ходит большой гроссмейстер, который со всеми по очереди играет. Ну или просто в домино забивают здесь. Ворота в парк. Весь парк вон ирригацией покрыт, орошается. Как раз, видимо, сейчас время полива. Все это дело поливают. Парк совершенно небольшой. Детская площадка, теннисный стол, качели, несколько скамеек. Посредине вот такой вот фонарь на 4 стороны. Пятачок такой для посидеть. Ну и проходы в разные стороны. Такой небольшой сквер. Получается, что, если верить Google картам, мы с вами только что посетили все достопримечательности Зайсана. Я не знаю, наверное, я что-нибудь еще упустил. И наверняка местные жители могли бы рассказать что-нибудь интересное еще про этот город. Но в целом, по первому впечатлению, обыкновенный, провинциальный, тихий, спокойный, симпатичный, действительно красивый городок. Для размеренной, спокойной жизни, наверное, самое оно. Вокруг красивые места, в городе тихо, спокойно. Наверняка есть какая-никакая инфраструктура и все такое. В общем, наверное, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо, что поставили лайк. Спасибо, что написали комментарий. Поддержите путешествия мои материально. Не стесняйтесь. Любая сумма, любого размера будет очень кстати. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. Приходите еще. Пока. Ну, наверное, еще проедемся по Зайсану в ту сторону, чтобы переехать обратно на ту сторону реки. Там надо доехать до заправки, заправиться бензином, раз уж здесь газа нет нигде. Ну и после этого двинуться дальше в путь. Пока еще не знаю куда. С одной стороны, очень мне хочется поехать на озеро Маркаколь. С другой стороны, поскольку там нет сквозной дороги, то делать такую вот петлю не думается мне, что прям будет настолько здоровское озеро, что туда стоит ехать 400 километров в сторону. Вот.